Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Что прояснится, что уйдет, а что придет взамен, какие неожиданности нас ожидают, давайте узнаем. И Уран в вашем знаке зодиака, тут какие-то могут быть и метаморфозы, да и неожиданности они тоже могут быть. Или это мы слышим даже в средствах массовой информации, значит, вам как-то с этой информацией нужно ее либо переоценить, либо переложить на себя, как это может оказывать влияние на вас или на ваши планы, что вы намереваетесь сделать здесь. И может быть и ваше какое-то решение, когда вы что-то переиграете, передумаете. Мы, предположим, куда-то шли и были уверены, что вот это нам нужно, так правильно, так будет хорошо. И вот метаморфозы внутри нас самих тут тоже могут быть, потому что вы как-то по-другому увидите или с другой точки зрения тот или иной вопрос. Это вопрос может касаться вашего благополучия, работы, финансов, потому что в этом именно сейчас как ваша сила. И может быть где-то Хирон вас так несколько переориентирует в другую плоскость. И вы тут можете что-то переиграть. И, кстати, астрологически это тоже где-то так. И я не останавливаюсь подробно, хочу вас пригласить на свой сайт, прочитать астрологический именно прогноз на июль месяц. И я думаю, что подсказок будет больше. Никогда не знаешь, откуда они придут, правда? Переложите ваши планы на звездное расписание. Что, как это можно провзаимодействовать более правильно или более для себя со знаком плюс. Ладно, мы идем вперед. Так что же прояснится? Что прояснится для знака зодиака Близнецы с 10 по 20 июля? Что там вы будете прояснять? Чего это касается? Неожиданности сами по себе, как я говорила, информация или решение человека, а может быть и ваше. Что уйдет, мои дорогие близнецы? И не обязательно, что это вот навсегда кто-то, что-то уходит. Это вы какой-то вопрос можете завершить и уже оставить его словно в прошлом. Что придет взамен? На второй колоде 78 дверей. Метафорические карты. Они именно события раскрывают для нас. Ну вот то, что изображено на карте, опять же, попытайтесь прочувствовать. Прислушайтесь к интуиции. Что вы тут можете переиграть, переделать, чему нужно уделить внимание. И это как знаки судьбы. Открыта дверь или закрыта? Вот по этим картам самое главное значение. И как открыть эту дверь? Итак, первый знак судьбы. Подсказка. Второй знак судьбы. И третий знак судьбы. И давайте еще достанем карту «Совет», который откроем в самом конце. Какой совет для близнецов? С 10 по 20 июля. Что же прояснится? Шестерка кубков. Очень добрая карта. Какая-то дружба, взаимоотношения. Это близкие наши могут быть или добрые, теплые такие, знаете, дружеские чувства. Какие-то контакты. Это точно. Взаимоотношения. Это в центре внимания. Значит, прояснится вопрос по каким-то взаимоотношениям с конкретным человеком. Нам показано двое. Для кого-то эта карта может означать ту дружбу, которая длилась очень долго, годами. Может быть, это история любви, которая длилась тоже годами. Или, может быть, контакты с вашими близкими. Все же по этой карте, почему изображаются нам как двое детей? Есть какая-то, правда, истина. И мы могли, ну, где-то что-то перепутать или в чем-то ошибаться. Но в детстве только мы бываем искренне, по-настоящему. Свободны от меркантильности, от какого-то такого холодного расчета. Мы, наоборот, открываем свое сердце. Вот не случайно цветок молодой человек девочке, да, дарит как знак внимания. Вот здесь может быть что-то такое удивительное. Карта еще называется иногда ностальгией. Почему я говорю, что, ну, есть какие-то взаимоотношения, которые теплые, как вот душевное тепло, надежность. И может быть это и ваши близкие, может быть это семья, которая находится на расстоянии, а у вас сейчас, ну как вот съехаться, такой вопрос стоит, да? Или может быть и наоборот даже разъехаться. И это тоже не секрет, правда, когда
взрослое поколение, более старшее поколение, у него свои задачи, у каждого свои задачи в определенном возрасте. Это реальность. И у дети, у них другие какие-то сейчас задачи перед ними стоят, и молодым тоже достаточно непросто. И наступает время, когда дети создают свою семью и уезжают, уже условно выпорхнули из семейного гнезда. Тогда мы ходим друг к другу в гости, и здесь еще больше бывает взаимопонимания. Ну вот проверенные люди, которые к вам относятся искренне. Это вот что-то будет проясняться. Кто как будто со мной? Вы можете себе такие вопросы задавать. И астрологически ведь это тоже так же. Для вас особую ценность будут приобретать те отношения, которые и строятся на правде. Или это те люди, которые вам, они не столько вам, может быть, дают новизны эмоций, но они вам дают надежность в наше сложное время. Вот вы или вам может захотеться прояснить окончательно какие-то отношения, чтобы чувствовать себя словно более надежно, уверенно, а не быть словно между. Давайте мы узнаем, что же там за неожиданность. А потому что вам надоела какая-то либо недосказанность, по пятерке это у нас всегда идут недостатки. И вот в данном случае недостаток по деньгам или недостаток во взаимопонимании. Вы с кем-то можете возобновлять контакты или продолжать, но я при этом могу допустить, что вы все же с чем-то определяетесь. Какую-то перерокировку для себя самого или самой явно вы будете делать. И здесь по-разному. Кто-то будет уходить, может быть, от ненужных каких-то бестолковых контактов. Или, может быть, таких же такого рода знакомых. Да, но не все же люди, им суждено быть какой-то продолжительный период в нашей жизни. Может быть, мы и контактировали на определенный этап. Зачем-то вы были нужны человеку. Человек вам тоже что-то привнес хорошее. Но наступает час, когда уже дальше как будто нет перспективы. Или нам становится неинтересно. Или в силу сложившихся ситуаций или сложившегося менталитета, ваших измененных интересов или планов. Все же мы тут можем что-то переиграть. И наоборот, есть и отношения, которые надежные и, может быть, несколько подувяли или было утрачено на какой-то период взаимопонимания. И вот здесь мы восстанавливаем взаимопонимание, нам хочется больше ясности и хочется больше порядка, но и по финансам-то тоже хочется больше финансов. И для вас, как и личная жизнь, в проекции вашего благополучия, также одновременно работа и финансовая тема. Это темы номер раз. Все вместе. Это как какой-то комплекс. Наверное, это все то, что и составляет нашу уверенность. Уверенность в дне сегодняшнем. И когда мы более так с надежно чувствуемой опорой смотрим в будущее, в день завтрашний, особенно по Урану, когда все вокруг меняется. И вам именно из-за этих перемен, которые происходят внешне, вам, мои дорогие близнецы, захочется стабилизировать, хоть какую-то сферу вашей жизни. Я так вижу, это финансы и взаимоотношения. Что уйдет? Королева жезлов, может быть, была какая-то даже связь. Ведь по королеве жезлов проходят яркие люди, очень притягательные. У кого-то, может быть, и страстные отношения были, мои дорогие мужчины. Королева жезлов очень притягательная, с ней хочется дружить, ее хочется слушать, внимать. Это особый какой-то магнетизм, но человек на своей все-таки волне. По королеве жезлов идут действительно сильные очень люди, те, которые, они делают выводы, идут дальше. Ведь по преданию эта карта символизирует того человека, который сильную позицию добился сам, Почему? Потому что его жизнь часто ставила на колени, и он каждый раз поднимался. Вот что уйдет? Может быть, и есть такой человек, который приносит или привносит в нашу жизнь вдохновение, или сам по себе контакт нам тоже был чем-то полезен. Но наступает момент, когда мы себе говорим правду. Мы словно расходимся. Может быть, на какой-то еще период, что уйдет, нам говорят. Нам ведь не говорят, в один момент уходит. Но здесь эта карта может символизировать как яркие какие-то эмоции, привязанность или
желание наше быть с конкретной персоной. И не важно, что у нас королева. Это может, мы по полу карту не рассматриваем, может и для девочек, для вас, мои дорогие, какая-то история с человеком, который тоже словно магнитом вас к себе притягивает. И люди эти, они очень умеют владеть хорошо своими эмоциями. Не случайно нам показана королева жезлов. Она вот с этим драконом в прекрасных отношениях. Вот кто знает, да? Но магнетизм есть. Сильные люди, правда? И хочется держаться, потому что в нашем нестабильном мире вроде как они оплот безопасности, надежности. Но тут уйдет. Видимо, все же есть какая-то история, которая еще какое-то время живет в вашей душе, но, может быть, вы от этого либо откажетесь, либо человек сам уходит. Вот и есть такой момент. Может быть, даже и вы какую-то историю, ну, поставили на паузу, или человек поставил эту историю на паузу. Тут у каждого по-своему. И все идет к тому, что, ну, есть тот контакт, который уходит. Или не может быть продолжен. Я такое допускаю. Я могу также и еще и допустить такой момент. Если мы просто возьмем вопросы работы, да, тогда эта карта будет символизировать саму по себе ситуацию, когда вы когда-то, в прошлом, может быть, затеяли какое-то дело или согласились на какой-то проект именно потому, что думали, что в этом направлении вас ждет что-то ценное. Вам это было интересно. Вас это тоже магнетизировало, вам хотелось этим заниматься. Но, может быть, с развитием или течением времени, с развитием событий вы видите, это дорога в никуда. И пусть на какое-то время, или, может быть, и надолго, карта ведь нам об этом не говорит, но где-то в июле вы задумаетесь о том, что нет, да, есть, может быть, и интерес, есть какое-то страстное желание даже участвовать в этом проекте, но, тем не менее, как будто далеко не уедешь на этом. Есть вот реальность, она какая-то другая. И вот с учетом вот этих всех трех карт, вы словно можете включить заднюю передачу, ну, вот скажем так, мои дорогие близнецы. Ну, правда, вот я вижу, что сколько бы тут вас что-то не магнетизировало или притягивало, вот как по этой карте, да, или сколько бы мы страсти, даже если пусть это личная история, не испытывали, а вот хочется сейчас чего-то вам другого, вот этой теплоты, без или тепла душевного, да, более стабильного уюта, большего порядка в собственной жизни, или выхода из какого-то минуса материального, или из какой-то недосказанности. Вот одним словом, все, что оплот, все, что уверенность. Вы можете чувствовать, вот мне этим путем. Что придет взамен? По тройке пентаклей, возможно, и придется договариваться, но вообще это вы стоите на новом жизненном этапе, как на пороге практически. Это экзамен жизни. Ну, у кого-то может, как что придет взамен, может быть и правда, вы обучались чему-то, и у вас именно в эту декаду будет какой-то экзамен, подтверждение документа, сертификата. Мы именно сдаем экзамен сам по себе, такое тоже есть значение. Но если жизненный экзамен, то, может быть, был или были даже не одна, а несколько попыток для вас что-то начать либо новое, либо как переключить себя в какое-то другое направление. Опять же, в сторону каких-то других совершенно интересов. А теперь вы понимаете, вот я стабилизирую одну какую-то свою ситуацию, и я начинаю в хорошо уже в чем-то знакомом новый жизненный этап. И это тоже будет для вас своего рода сдача экзамена. Я не могу сказать, что все что-то незнакомо. Нет, вы как, может быть, шаг за шагом проходили какой-то жизненный путь, мои дорогие близнецы. И вот настало время экзамена. И после этого идет уже какая-то иная плоскость нашей реальности. Но мы еще делаем первые шаги. И у тебя будет возможность не просто стабилизировать отношения или договориться, может быть, по работе, или какие-то новые направления даже через финансы, как новый способ заработка. Все новое, хорошо забытое старое. Вот где-то об этом нам карты и говорят. Но, видимо, старое вы тоже как-то переоцениваете, что я имел или имела.
И что из этого было для меня, ну, наиболее, или составляло наиболее надежное пространство, надежные отношения, или мою уверенность, и вам захочется это где-то вернуть. Но не просто для того, чтобы удерживать, а для того, чтобы воспользоваться и пойти дальше. Вот как-то так. Знаки судьбы. Первый знак судьбы. Ну, наверное, все то, что я сказала. Смотрите, 5 кубков. 2 пятерки. Мало того, что мы сказали, недостаток взаимопонимания, но то еще и финансовая какая-то ситуация вас тут не устраивает. Это факт. И у каждого свое вот это неустройство, да, или неудобство. А по 5 кубков разочарование. Нет ощущения счастья, нет ощущения благополучия, нет стабильности, опять же. Какая стабильность? Вот нам говорят, дверь горит, прыгать нужно. И часто по этой карте это мы должны поступить так, как мы не предполагали. Девушка боится прыгать со 2-го этажа, хотя мы так смотрим со стороны, нам понятно. Чего ты там боишься? Давай прыгай быстрее, вон уже огонь ко 2-му этажу подобрался. А не прыгала она, страшно. И мы понимаем, ну ладно бы, там, ну, даже ногу подвернула, там, синяков, шишек набила. Так ты жива останешься. Чего сидишь? Прыгай. А ей страшно, она зовет на помощь. А нам карта показывает, никто не придет. В округе ни души. Смеркается. Мои дорогие, вот какое-то вы решение, такое однозначное должны сделать. И это не просто решение, а это еще и действие. Поступить как-то так, как вы не планировали. И не теряя времени даром. Вот конкретно знак судьбы. Второй знак судьбы. Но вы ресурсные. Ведь это своего рода 3 жезлов, это всегда карта будущего. Посмотрите, 2 пятерки, да, если мы говорим. То есть есть какой-то опыт. И есть то состояние, которое вас ну никак не устраивает. И есть уже будущее, это на пороге которого вы стоите. Это новые перспективы, это новые возможности. Может быть и новый этап в отношениях. Даже в тех отношениях, которые уже известны, знакомы. Или пусть у кого-то это дела, работа, бизнес. Жезлы, да, мы говорим. И одновременно пентакли. Тут ведь не все просто так. Тут как будто есть и перспективы роста честолюбивых планов, смены, может быть, даже вашего статуса через работу или через финансы, мои дорогие. Тут, в принципе, есть какие-то перспективы для вас. И поэтому было бы ошибкой застревать вот в этих пятерках. Тут ведь пока мы сами на что-то не решимся, не начнем действовать, ничего не будет меняться. Даже по 5 пентаклей, если мы говорим неожиданности. Идет как будто наша ведьмочка, да, и видит, что впереди горит свет в окошке, вокруг стужа, холод. Ей обязательно нужно попасть вот в это место, где тепло, надежно. И вот вам как будто тоже нужно попасть. Никто не собирается выходить наружу и приглашать. И ей нужно первой постучаться. Вот где-то, как здесь самому о себе напомнить. Или, может быть, какие-то важные разговоры вам нужно провести, чтобы выйти из этой 5 пентаклей. Недопонимания, недосказанности или финансового минуса. И по 5 кубков это разочарование. Да, мы попали в волю, может быть, обстоятельств, ситуации, или пусть мы даже сами совершили ошибку. Тут нужно быть самим собой очень честными, мои дорогие близнецы, и видеть эту реальность такой, какая она есть. Иначе чего ж тут ждать, когда кто-то придет на помощь? Нет, помоги себе сам. Вот такие энергии. И вы, словно маяк, вам откликнутся, мои дорогие близнецы. Если у вас есть сомнения или, может быть, и внутренние страхи, все-таки есть те отношения и есть те люди, которые помнят о взаимодействии с вами. И, видимо, были какие-то моменты, которые очень хорошие, добрые, теплые, надежные. Поэтому все карты вас приглашают прыгнуть в будущее, я бы сказала так. И 3 пентаклей. И еще 2 раза, посмотрите. Любая 3 – это будущее. Переход между прошлым и будущим. Сообразно Урану в вашем знаке зодиака. Для вас вот этот период, который длится с 7 июля и до ноября, ну там первые числа еще ноября, это будет очень важный период. Почему? Потому что в ноябре вернется на некоторый период
Уран в знак зодиака Телец. И все то, что он там настроил, ну или накрушил, наломал за предыдущие 7 лет, все-таки Тельцу было сложновато, потому что Урану, вот, к примеру, в вашем знаке зодиака наиболее комфортно, а в Тельце нет, тут немного совершенно другие энергии. И поэтому это так работает. Уран вернется в Телец, чтобы там что-то подытожить. И этот период будет длиться с ноября по 27 апреля 2026 года. А вот уже с 27 апреля 2026 это ваш знак зодиака окончательно и на 7 лет. Но вот за эти месяцы вы словно определяетесь, кого вы возьмете с собой в союзники, кто будет вашей поддержкой, кто будет рядом с вами, где вы хотите быть, проживать, какие планы вы честолюбивые поставите, какое качество жизни вы для себя хотите. И карта, опять же, все карты 3 подтверждают. Обратите внимание, всего 7 карт, из них 3 именно карты будущего. Давайте откроем совет. Ну, с таким советом тут сказать-то нечего. У вас выпадает карта мага. Возможности есть. Вы тут можете сами себе надумать 100 бочек арестантов, правда, или еще какую-нибудь ерунду. Вы можете себе устроить какую-то многозадачность или вечер вопросов и ответов, воспоминания, или как былое и думы. Тут можно, знаете, такую философию развить. А карта вам говорит, оставь это. Маг великий реалист. Это мы иногда думаем. Это про магию, ни разу. Маг великий практик. И холодный ум, холодная голова, рациональное решение. Вот от вас это требуется. Все стихии в ваших руках. У вас сейчас время возможностей. И это не совсем с 10 по 20. Когда старший аркан выпадает, это по времени сложно уместить в какой-то временной промежуток. Скорее, это до конца июля. Вы можете прочувствовать уже с первых чисел июля. Может быть, на кого-то из вас иногда планетарные транзиты за 2-3 недели до того начинают проигрываться, но иногда и после. Поэтому это вот что-то будет продолжено. Не упустите какой-то очень важный момент. Или чтобы решить вопрос, или куда-то переехать, договориться с нужными людьми, встретиться, проконтактировать, откликнуться на что-то, что-то переиграть, переделать, перестроить. Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие, любимые близнецы. Но это ваша решимость, потом решение и активность. Они предполагаются. Перекладывайте на себя. И я надеюсь, что чем-то наш прогноз был вам полезен. Благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.